Здравия всем слушателям, подписчикам моего канала. С вами Виктор Максименков, и в этом видео я предлагаю разобрать такую тему, как были ли в прошлом ядерные мутанты. Потому что много раз говорилось, что в прошлом технологии были более совершенные, а соответственно применялось даже ядерное оружие, что приводило к глобальным катастрофам. Но если это было, то должны остаться и последствия подобных действий. А последствиями может быть как раз изменение биосферы, мутации генетические, и мутации генетические не только людей, но и животных. Поэтому я предлагаю продолжить двигаться в этом направлении, собирать материал, чтобы понять, что же все-таки это было. Это были другие формы жизни, которые сейчас не существуют. Это были генетические технологии каких-то высокоразвитых цивилизаций, которые проводили определенные эксперименты. Или это были последствия как раз ядерного применения, ядерного оружия, что влияло и на генетику жителей прошлого. Потому что мы уже в предыдущих видео рассматривали этот вопрос, изучали вот книга именно «История монстров» 1642 года. Все ссылки на материалы, как всегда, в описании под видео. И там мы видели огромное количество генетических мутаций. Ну как они могут быть, если нам говорят, что мир прошлого был чист, непорочен, ничего не происходило? Откуда же такие массовые генетические мутации? Кто не видел эти видео, переходите, посмотрите. Тоже изучали книгу чудес Аусбурга, тоже середины 17 века, где тоже огромное количество генетических мутаций непонятных монстров. Ну, человекоподобных, соответственно. Также нельзя, конечно, отбрасывать и то, что веды говорят о более чем 400 тысячах человекоподобных формах жизни, которые существуют. Ну, поэтому мы это и продолжаем изучать. Так что же это все-таки было? Это были ядерные войны прошлого, которые приводили к мутациям. Это были генетические технологии более развитых цивилизаций. Это были иные формы жизни или еще что-то. Поэтому я предлагаю приступить к сбору и рассмотрению имеющегося материала, чтобы дополнить информацию и понимать, что не просто так подобная информация существует по всему миру, и подобные существа существовали, а вот кто они или последствием чего они являются, мы выясним, собирая информацию в полном объеме. А теперь приступаем к рассмотрению вопроса по сути. И что же мы читаем, опять же, в мифологии? Почему мифологии прошлого? Потому что это самая ценную информацию, которую люди сохраняли, передавали из уст в уста, а потом принялись записывать. Опять же, существует как раз сказание, что мы в прошлый раз рассматривали про сказания про великанов, карликов, бессмертных, но, опять же, существуют сказания о разных странах, где водилось много животных и людей. Сначала как раз расскажем о странах, где жили люди с необычной внешностью, а затем о странах, где жили с необыкновенными способностями. Ну, такое разделение весьма условно, так как в странах людей с необычной внешностью были люди с необыкновенными способностями. То есть вполне вероятно, что как раз ядерные войны прошлого приводили к мутациям, а соответственно мутации выявляли новые какие-то способности, возможности человекоподобных форм жизни. Ну и животные менялись. Так вот, что же мы читаем? За морем, если двигаться с юго-запада на восток, прежде всего окажешься в стране твердогрудых. Люди там имели одну характерную особенность. Кости у них на груди выдавались вперед, как кадык у мужчин. Поблизости водились птицы бионяу, похожие на дикую утку, с красно-зеленым оперением. У них было по одному крылу, по одному глазу и по одной ноге. Они могли летать по небу, лишь соединившись по двое, а поодиночке могли лишь ковылять крошечными шажками. Поэтому они всегда летали и отдыхали парами. Люди считали их символом счастливой супружеской жизни, потому что они поодиночке просто не могли существовать. Если двигаться от страны твердогрудых на восток, то пройдя несколько стран, попадешь в страну людей с переплетенными ногами. Жители этой страны были ростом не более 4 чи, ноги у них были кривые и переплетенные. Если они ложились, то встать без посторонней помощи уже не могли. Так некрасиво ковыляя и хромая, они ходили по дороге. Но они считали это в порядке вещей, нормальной походкой людей, прибывших из других стран, казалось им некрасивой. Вот скажите, пожалуйста, это иные формы жизни, это генетические технологии или последствия применения какого-то ядерного оружия, которое приводит к тому, что происходят вот такие вот видоизменения, причем массово, это ж не просто там 1-2 какой-то случай непонятный, это как раз целые народы и страны.
именно сказочного мира прошлого. Сказочного просто сказ, повествование о том, что происходило. Вот некоторые из подвиды, что мы изучали и прошлые разы, и что они отображены именно в книгах, картах прошлого, где существовали эти люди. Но вопрос, сейчас-то во множестве они просто не существуют. Значит, опять же, произошла еще какая-то катастрофа, которая привела к тому, что они все исчезли. Или они просто, эти генетические мутации не позволяли им выживать в нашем мире. И, то есть генетическая мутация происходила после каких-то, например, тех же ядерной войны. И, соответственно, они оказывались нежизнеспособными. Да, определенное время жили, развивались и уходили в мир иной, опять же, не имея возможности либо воспроизводиться, либо нормально себя обслуживать. Либо же происходила новая катастрофа, которая приводила к тому, что все они исчезали. Также к востоку от страны Сяон находилась страна людей с языками на выворот. По преданию у жителей этой страны языки росли в обратном направлении, к горлу. Когда они разговаривали между собой, другие ничего не понимали. Если двигаться со стороны людей с языками на выворот еще к востоку, то попадаешь в страну свинорылых. У жителей этой страны лица напоминали свиное рыло. Поблизости находилась еще страна людей с зубами-сверлами, у жителей которой один зуб выдавался изо рта на 3 чи, напоминал сверло. Они были свирепы. Вероятно, это были потомки чудовища Цзочи. Еще далее к востоку была страна трехголовых. У обитателей этой страны на туловище росло 3 головы. Вид у них был очень страшный. К востоку от них находилась страна длинноруких. Там жили существа с туловищем, как у обычных людей, но руки их были необыкновенной длины. Одни говорили, что они доставали до земли, другие, что длина была 3 джана. Длиннорукие обычно ловили на берегу моря рыбу. 3 джана это в среднем от 4,5 до 9 метров, если на то пошло. Поэтому можно было часто видеть, как они обеими руками вытаскивают из моря бьющуюся рыбу. Если отправиться из этой страны на север, то, пройдя Тангу, прибудешь в страну темноногих. У жителей этой страны ноги и бедра были черными. Они жили на берегу моря, и поэтому одежду делали из рыбьей кожи и питались буревестниками. Неподалеку от них жило еще одно племя. Люди этого племени были необычными существами. Не то люди, не то духи. Им покорялись змеи. Телом они были черны и в каждой руке держали по змее. Иногда они держали в руках черных черепах с лапами и головой, втянутой в панцирь. На левом ухе у них висела зеленая змея, на правом красная. Далее к северу находилась страна волосатых. У жителей ее лицо и тело поросло волосами твердыми, как наконечники стрел. Они были маленького роста, жили в пещерах и круглый год не носили одежды. Легенды о Бигфута, кстати, очень распространены, о волосатых людях, у которых тело все покрыто шерстью. Конечно, Бигфуты, рисуются более высокими, то есть это еще какое-то племя. Вот вам иллюстрация из прошлого, где те же одноглазные великаны, тоже они в шерсти, те же существа с головой в виде собаки, и те же существа с головой, которая находится у них на груди, они тоже были волосатыми. То есть огромное количество сведений о волосатости высокой, и различных формах головы, ног и так далее и тому подобное. Друзья, вы знаете, я рекомендую синтезит для энергии и комплексного улучшения всего организма. Это наша российская уникальная разработка, уже признанная в мире. Вы знаете, что победитель Дакара 2026, аргентинец Лусиано Бенавидесу, перед гонкой поделился, что принимает препарат синтезит. Por ayudarme muchísimo en mi recuperación de la lesión en Marruecos. Así que lo voy a llevar siempre presente para este Dakar todos los días. А это suplemento que me ayudó un montón, así que vamos a darle. За 3 месяца до соревнования он попал в серьезную аварию, и синтезит помог ему восстановиться в рекордные сроки. И вот результат, он первый. Чтобы поднять не только железо, но и энергию и витальность, ускорить восстановление, переходите по ссылке в описании. Там собраны потрясающие отзывы и данные исследований. Сейчас очень хорошая акция идет, скидка на синтезит Макси до 40%. Но осталось буквально несколько дней такой скидки. Ссылка в описании под видео. Переходите. Продолжаем. На северо-востоке находилась страна людей, ходивших на цыпочках. Люди там были высокого роста и с большими ногами. При ходьбе они становились на пальцы и не касались пятками земли. Говорят еще, что ноги у них были повернуты наоборот.
Так что если они шли на юг, то их следы показывали на север. Поэтому их еще называли люди с пятками на выворот. Ну, тоже есть подобные сведения, мы их видели чуть выше как раз. На запад от них была страна людей, державших завязки. По преданию, жители этой страны все время руками держали у подбородка завязки от шапки, по-видимому, чтобы не сдул ветер. Это очень смешно. Разбирая значение иероглифов, можно предположить, что это была страна людей, которые держались за зоб. При болезни зоб увеличивается и может достичь размеров миски. Зоб был большой обузой, он болтался в разные стороны и мешал. Его приходилось постоянно придерживать рукой. Такое объяснение более вероятно. На юге этой страны росло дерево синьму. По преданию, оно было высотой в 1000 ли и упиралось в небосвод, то есть гигантские деревья. Но опять же, болезнь зоба тоже может вызываться огромным количеством именно радиации. Еще дальше к западу протянулась страна Бофу или Кафу. Жители этой страны были потомками великана Куафу, некогда состязавшегося в беге с солнцем. Они были очень высокого роста, зеленой змеей в правой руке и желтой змеей в левой. На востоке страны был персиковый лес с пышной кроной и множество свежих плодов. Этот лес вырос из палки, которую Куафу, догонявший солнце, кинул перед смертью на землю. В лесу росло 2 дерева. Они оказались огромными и бесконечными. То есть это еще один огромный привет тем, кто говорит, что раньше гигантских деревьев не было. Но они описаны в мифах и легендах. Они были. Неподалеку от страны Куафу находилась страна длинноухих. У ее жителей были длинные до плеч уши. Во время ходьбы они придерживали их руками, как люди в стране забатых придерживали зоб. Каждому жителю страны длинноухих прислужило по 2 полосатых тигра. Страна длинноухих была расположена в Северном море, где жили 3 бога. Один из них был богом Северного моря и ветра, с человеческим лицом и птичьим туловищем. О нем мы уже рассказывали. Второго звали Девятиглавый Феникс. У него было птичье туловище и 9 голов с человеческими лицами. У третьего бога было человеческое туловище, голова тигра, 4 копыта и необычно длинные руки. Во рту и в передних копытах он держал по змее. Жили эти божества на горе, которая переводится как небесный сундук северного предела. То есть, что это были за существа, вопрос открыт. Ну, а про гигантские пни, которые остались по всей земле, многие снимали видео, и я тоже создал видео, где показал, что, скорее всего, это не просто какие-то лавовые остатки, это как раз остатки тех гигантских деревьев, которые были описаны в прошлом. Переходите по ссылкам в описании, переходите на другие видео, и по заставкам, в конце видео будут заставки, переходите, знакомьтесь, кто не видел. У Северного моря водилось много странных существ. На Змеиной горе было много пестрых птиц, напоминающих фениксов. Назывались они иняо. Они слетались стаями в сотни тысяч, застилали небо и солнце. Это было величественное зрелище. Там еще находилась гора Юду. Она служила входом в Юду, столице тьмы. На ее вершине жили черные птицы, черные змеи, черные барсы, черные тигры, черные лисицы и всякие черные звери. С этой горы можно увидеть черную гору с причудливыми очертаниями. На ней жили черные люди. Оттуда была видна страна великой тьмы, Даю. Жители ее ходили голыми, жили в мрачных горных пещерах и круглый год не видели солнечных лучей. Там же жили люди с красными до колен ногами, как будто они ходили в красных сапогах. Еще там были богатыри с человеческими туловищами и лошадиными ногами, покрытые длинной шерстью. Очень фауном напоминает. Это были жители страны Динлин. Они хлестали сами себя нагайками по ногам и носились по степи с быстротой ветра, с криками «га-га-га», как дикие гуси в осеннем небе. Если от Северного моря двигаться на запад, то попадаешь в страну безутробных. Обитатели были высокого роста, но кишок в животе у них не было. Съеденная ими пища не переваривалась. Интересные тоже существа. Зачем же тогда есть? То есть, вполне вероятно, это может быть даже искажение переводов прошлого. Далее к западу находилась страна людей с глубоко запавшими глазами. Питались они рыбой и в одной руке держали рыбу, как будто собирались ее съесть. К западу от них находилась страна Жаули, иначе Нюлили, люди. У ее жителей не было костей. У них было по одной руке и ноге.
Руки и ноги у них были мягкими, как кусок мяса, и гнулись в разные стороны. Это были потомки длинноухих. И еще дальше, к западу, лежала страна одноглазых. Ну вот вам циклопы. У ее жителей был только один глаз посередине лица. Фамилия им была Вэй. По преданиям, они были потомками Шао-Хао. Страну эту ошибочно называли страной бесов, только потому, что вид у ее жителей был отвратительный, а фамилия Фэй означала свирепой. Поблизости водилось много страшных чудовищ и оборотней, один вид которых заставлял людей дрожать от страха. Ну, я показывал много раз подобные сборники трактатов из Европы. Это мы изучаем как бы китайские источники. Переходите, знакомьтесь с предыдущими видео. Но сам факт, что подобные существа описаны по всему миру. То есть нельзя сказать, что в одной части света их придумали, их описывают путешественники различные, наносят на карты, в том числе и так называемой эпохи великих географических открытий того времени, как бы 16, там, 17 века. То есть все это существует. Что мы читаем далее? Далее к югу было еще несколько стран. Например, страна одноруких. У жителей этой страны была одна рука, один глаз и только одна ноздря. В стране водились желтые, полосатые, как тигры, лошади, у которых был один глаз и одна передняя нога. Еще южнее в стране людей с 3 туловищами жили потомки Дидзяня. У них была одна голова и 3 туловища. Поблизости находилась гора Иншань, на которой водились большие черные змеи. Они могли проглотить оленя целиком. На горе шаманов была уединенная пещера, где хранилось 8 сортов лекарства бессмертия небесного правителя. На западном склоне горы жил разноцветный феникс. Он все время летал над горой, охраняя зелье, наблюдая за черной змеей горы Иншань, и не давал ей возможность совершать злые дела. Ну, я уже рассказывал в предыдущих видео о одноногих одноруких. Тогда это описывались как облик фаморов, одноногих одноруких великанов. У них видна лишь половина тела, да и то искаженно, поскольку одной ногой фамор остается в волшебной стране, проявляясь же полностью, он выглядит как обычный ирландец. То есть, скорее всего, вот эти разговоры про одноногих, одноруких, это какая-то неизвестная нам еще технология, когда можно пребывать в 2 измерениях одновременно, в том числе и в параллельном. Кстати, а может все эти существа и пришли к нам из параллельного измерения? Ну, продолжаем. На крайнем юго-западе лежала страна крылатых. Там обитали люди с вытянутыми головами, красными глазами и птичьим клювом. Волосы у них были белые, а за спиной росли крылья, и они могли летать, правда, совсем недалеко. Они, как птицы, вылуплялись из яиц. В стране водились красивые птицы, похожие на фениксов, с длинными яркими перьями. Крылатые питались яйцами этих птиц, и поэтому сами похожи на небожителей. Опять же, обратите внимание, слово небожителей. То есть это как раз мир славе, мир богов и предков, который находится над нами. Про который я много раз тоже снимал видео, рассказывал о летающих городах, которые существуют в атмосфере Земли. Вблизи страны крылатых находилась страна яйцекладущих. Жители этой страны, как и крылатые, рождались из яиц и сами несли яйца. Записи о них очень краткие, поэтому неизвестно, как они выглядели. Можно только предположить, что они чем-то отличались от крылатых, раз это были жители другой страны. К юго-востоку от этих 2 стран была страна, где ее жители были клювы и крылья, и они выглядели так же, почти как и крылатые. Они не могли летать, как те, и крылья служили у них лишь опорой, словно костыли. Они, опираясь на крылья, бродили группами по морскому побережью, вылавливали из моря клювами рыб и креветок. По преданию, Хуаньтоу некогда служил у Яо. Он совершил тяжелый проступок и убежал к Южному морю, где покончил с собой. Яо пожалел его, послал туда его сына для совершения жертвоприношений. Сыну, видимо, надо было как-то питаться, он ловил рыбы, поэтому его потомство приобрело такой вид. Говорили еще, что люди, потомки богов бога Гуня. Неизвестно, почему они бежали к Южному морю и основали там свою страну. Вероятно, есть какая-то связь между казнью Гуня, разгневавшего небесного правителя, опять же небесного, и переселением его потомства. Жители этой страны, кроме рыбы, питались еще и зерном, в том числе черным просом. Когда Гунь после казни превратился в бурого медведя, он отправился на запад искать воскрешение и по дороге уговаривал людей сеять черное просо. К югу, недалеко от страны, лежала страна огнедышащих. У жителей этой страны была черная кожа, они походили на обезьян и могли изрыгать огонь.
Вблизи страны огнедышащих находилась страна голых. Люди там ходили обнаженными круглый год. Во время борьбы с потомком Юй вступили в эту страну, из уважения к их обычаям сняли с себя все одежды. Ну, вот такие вот описания существ прошлого. То есть описываются массово непонятные существа, которые мы тоже встречали в прошлом. Легенды о людях, которые умеют летать, которые покрыты перьями. Ну, они были небольшого роста. Поэтому есть такие легенды о человеке-филине. Они, кстати, сохранились в России. И в том числе у чувашей они есть. Ну, и таких легенд очень множество. Есть еще страна Сяо. Жители Сяо были потомками Дидзяня. Они питались просом, мясом диких зверей. Делились на два клана. Мужской, думающих о мужах, и женский, думающих о женах. Мужчины не брали жен, женщины тоже обходились без мужей. Стоило им лишь внимательно посмотреть друг на друга, подобно белым лебедям, чтобы у них родились дети. К северу от Сия находилась страна зеленых холмов. Жители питались злаками, одевались в шелка, ничем не отличавшиеся от нас. В этой стране водились девятихвостые лисицы. Появление этих лисиц считалось счастливым предназнаменованием. Поднебесные воцарялись мир и спокойствие. Далее к востоку располагались еще несколько стран, и среди них страна трудолюбивых. У жителей ее лицо, руки и ноги были черными. Они всегда находились в состоянии смятения. Что бы они ни делали, ходили, стояли, лежали, все время они были неспокойны. У них был озабоченный вид, даже если никаких дел у них не было. Поэтому их прозвали трудолюбивыми. А постепенно это название стало относиться ко всей стране. Они питались растениями, плодами деревьев, в тех местах водились двухглавые птицы. Но опять же, может, это применение как раз ядерного оружия и последствия его. К северу от трудолюбивых были две страны, тоже удивительных людей. Одна из них называлась страна Гуше. Она находилась на острове Небожитель Лягуши, что недалеко от страны бессмертных Пенлай. Опять же, на острове Небожители. Ну, может, это как раз на небесном острове. Страна Гуши лежала как раз среди гор, окруженная реками. Она была очень живописна. Населяли ее бессмертные. Они не питались злаками, а только вдыхали свежий воздух и пили росу. Вот почему я тут красную стрелочку поставил. Проводимые измерения показали, что роса это дистиллят. И действительно и в прошлом, опять же у славян существовала привычка брать ткань натуральную, собирать росу. И этой росой девушки умывались, опять же, выдавливая эту росу из ткани в серебряные блюдца. И тем самым обеспечили красоту и уход за своей кожей. Поэтому, опять же, роса, чистая вода, в нашем мире это называется дистиллят, вот, тоже применяли бессмертные. Скорее всего, мягко говоря, опять же, воздух, кислород, который защищает, опять же, страну бессмертных, тот же самый озон, что я снимал видео. Озонирование очень полезно, в том числе и помещений, и обработка озоном продуктов питания. И что мы видим? Мы видим это в легендах. То есть, легенды это не просто так выдумка, но это то, что мы сегодня подтверждаем. То есть мы возрождаем легенды, и разумные люди могут их использовать на свое благо. Поэтому мы и собираем информацию. Понятно, что есть какие-то искажения, но все-таки есть и то, что нам пригодится, мы можем проверить и сегодня. Они жили в свое удовольствие на прекрасном острове, вечно молодые и бессмертные, бездельничали, любуясь морскими рыбами и крабами. Такая бесконечная жизнь, несомненно, была однообразной. Бессмертные, по-видимому, думали иначе. Наверное, думают и сейчас. Далее, на крайнем северо-западе, лежала страна пёсеголовых. Или у жителей этой страны были пёсьи головы и человеческие туловища. По преданию, они были потомками Хуанди. У правнука Хуанди Лун Мина родилась две белые собаки, которые явились прародителями всех пёсеголовых. Они питались мясом и поклонялись божеству, похожему на лошадь, но без головы и с красным туловищем. У нас это киноцефалы, то есть существа с пёсьими головами, известны, и были даже в иконах они изображены. Конечно, эти иконы сейчас забыты. На крайнем западе, южнее Шоума, была страна Меняо. Обитатели ее имели человечьи головы, птичьи туловища с трехцветным оперением, красным, желтым и синим. И могли разговаривать по-человечески. Они были потомками бога Бо-И, помогавшего Юю усмирять потоп. Опять же, потомки небесных богов, потопы. То есть, все, что мы говорили, оно существовало. То есть, были и потопы, и существуют и более развитые цивилизации над нами. Это мир слави или небесные города.
где живут тоже какие-то разные живые существа. Это описывается в легендах. По преданию Мэнси, потомок Бо-И, у которого было птичье туловище, который знал язык людей, вместе с последовавшими за ним фениксами отправились в эти места, чтобы основать эту страну. Там было много бамбука высотой до 1000 джанов. В бамбуковом лесу фениксы вили гнезда и ели плоды деревьев. Так что так возникла страна птиц Мэн. Ну, я много раз рассказывал про легенды славянские, где мы райскую птицу Сирин встречали. Опять же, человеческая голова, ну, типа птичье туловище. Много встречается по миру, рассказывал про Тенгу, или японский леший его называют. То есть, это как раз связано, эти записи, в первую очередь, с горами различными, где, опять же, человеческое туловище, но крылья, оперение, опять же, птичье. То есть, подобных видео множество. Переходите, знакомьтесь. Напоминаю, что повторение мать учения. Мы продолжим собирать информацию, чтобы понимать, так, какие же события происходили в прошлом. Для того, чтобы понимать, что нас ожидает в будущем. Какие были потопы, ядерные войны, генетические технологии. Или просто различные формы жизни, прибывшие нам из других миров, или параллельных миров, или других, как раз того же божественного мира славы, или рая. Ну или из подземных миров. Ссылки на использованные материалы, как всегда, будут в описании под видео. Переходите, знакомьтесь. Также переходите на мой сайт. Ссылка есть в первом закрепленном комментарии под каждым видео. Там размещены мои статьи, в том числе и запрещенные на других платформах. Плюс там же существует и магазин. Магазин существует для тех, кто хочет и может поддержать мою деятельность, для того, чтобы я ее и продолжал. Я же смогу вам содействовать в том, чтобы вы узнали свое предназначение по дате рождения, либо освоили силу живой воды, проводили измерения, которые помогут понимать, что вы едите, что пьете. Плюс получили лучшие натуральные витамины, именно Иван-чай. Плюс, опять же, сила живой воды – это водород и озон. Именно эти две структуры воды помогают нам сохранить здоровье и вылечиться от любых болезней, потому что они универсальны, подходят как одному человеку, как и всем членам семьи. И один раз купленные не требуют других расходников. Плюс, например, детектор электромагнитного излучения. Мы все живем в городах, а там огромное количество электромагнитных полей. И имея эти простые измерительные приборы, вы сможете не попадать под их влияние, а значит будете меньше болеть и дольше просто проживете без лекарств.